Здравствуйте! В эфире программа «Время», в студии Екатерина Андреева. Главные события дня. Нашим ребятам санкции не страшны. Каково это быть путинским пропагандистом и беспрепятственно путешествовать по Европе? Двойное гражданство здесь не в почете. У любимой телеведущей Владимира Путина их нашлось как минимум 3. Российский триколор в стране НАТО. Обнаружено, где ведущая Первого канала предпочитает проводить свободное время. В этом году исполняется 30 лет, как я бессовестно вру миллионам россиян. Все подробности в репортаже нашего специального корреспондента Георгия Албурова. Спасибо, Екатерина. Начнем, пожалуй, с неприятных цифр. Более 40% россиян моложе 40 лет узнают новости из телевизора. После 40 лет ТВ-новости смотрят уже 65% наших сограждан. К 55-летнему возрасту для 85% россиян именно телевизор становится единственным источником информации о том, что вообще происходит в стране и мире. Многие из них смотрят выпуски новостей каждый день или по несколько раз в день. В этих новостях им лгут. Не точечно, не иногда, не в деталях, а вообще врут во всем. В Министерстве обороны России сегодня в очередной раз были вынуждены опровергать обвинения Пентагона и Госдепартамента США в том, что на востоке Украины якобы находятся российские войска. На протяжении 2 десятилетий с помощью телевидения формируется устойчивая альтернативная реальность. Альтернативная вселенная, где Путин – это демократически избранный, обожаемый народом миротворец, где война – это на самом деле не война, а освобождение исконно русских земель от фашистов, где экономика растет, рубль непрерывно укрепляется, и все в стране от молодежи до пенсионеров живут в достатке и полнейшем счастье. Настроение супер! Лучше всех! И это, к сожалению, работает. Зритель проваливается в эту искусственно созданную реальность, из которой почти невозможно выбраться. С помощью четких инструкций и методичек, спущенных прямо из Кремля, создается эффект полного погружения. Какой канал ты ни включи, везде ведущие вторят друг другу. Эксперты говорят одинаковыми словами, а зритель остается в идеально изолированном, стерильном информационном пространстве. И нет ни единого повода в чем-то сомневаться. Но не будут же все они обманывать, правильно? Не могут же миллионы людей вокруг меня ошибаться. Если все так считают, то значит это правда. Да и зачем лазить куда-то, искать альтернативное объяснение тому, что и так уже складно и понятно объяснили по телеку? Мы никогда ни в чем не виноваты. Нас вынудили, нам не оставили выбора. За любыми неудачами стоят козни врагов. Националисты, отступая, выводят из строя системы электро- и водоснабжения. Цель вызвать гуманитарную катастрофу. На Западе во всем, естественно, пробуют обвинить Москву. Люди, чьими усилиями формируется эта реальность, давно перешли из статуса ведущего или диктора в статус настоящих членов семьи. Тех, без кого уже невозможно представить вечер после работы, домашний ужин или выходные. Их называют по именам, делают телевизор погромче, когда слышат знакомый голос. Верят им, ведь они рядом на протяжении десятков лет. Мы выросли на их передачах. Это не важно, следите ли вы за новостной сеткой или нет. Не важно, включали ли вы телевизор в последний раз 20 лет назад или включали его вчера. Вы точно знаете ее. Лицо российских новостей. Бессменную ведущую Первого канала, любимую ведущую Владимира Путина Екатерину Андрееву. Мне главное вложить им в головы некие вещи, новостные, которые они должны узнать сегодня. Все. Она рассказывает новости по телевизору с 95-го года. 30 лет подряд. Вам, не сомневаюсь, кажется, что вы знаете ее всю жизнь. Но так ли это на самом деле? Как устроена ее настоящая, а не телевизионная жизнь? Сейчас мы проверим эту информацию в интернете. Кто она? Женщина, которая 25 лет учит нас любить Путина и сама, кажется, любит его больше всех. Сегодня мы нырнем в дебри российской пропаганды. Я расскажу вам историю самой легендарной российской ТВ-патриотки. Ведущей, которая сделала непрерывную ложь своей профессией. Мы стараемся предусмотреть все ситуации, чтобы все-таки смешно, чтобы мы не стали героями Ютуба. Екатерина Андреева родилась в Москве в 1965 году. Родилась она в семье непростой. Ее отец был заместителем председателя Госкомитета СССР по материально-техническому снабжению, а мама была инженером в военном конструкторском бюро. В советское время их связи могли обеспечить очень серьезное будущее. Сама Екатерина рассказывала, что мечтала стать силовиком.
Я с детства хотела быть силовиком, работать пожарным или милиционером, или космонавтом. Почему? Ну, вот не знаю, у Это меня, от видимо, был родителей? такой запрос. Нет. После школы она поступила в юридический институт, правда, на вечернее отделение. Этому есть простое объяснение. Времени учиться особо у нее не было, так как в 16 лет у школьницы Андреевой родилась дочь. После учебы отец пристроил ее поработать референтом в прокуратуру, но долго она там не продержалась. В 1992 году она уже начала работать на телевидении, а в 1995 начала вести новости на ОРТ. Здравствуйте, в эфире новости общественного российского телевидения с обзором основных событий дня. Первая пятилетка работы в Останкино совпала у нее с последней пятилеткой относительно свободных СМИ. Больной и пьяный Ельцин, приватизация, Чечня, выборы, олигархические войны и уход больного президента. Я ухожу. Ну а дальше? Дальше начался Путин. На его время пришелся расцвет карьеры Андреевой. Она стала звездой прайм-тайма. Без ее фирменного образа, голоса, прически невозможно просто представить российское телевидение. Здравствуйте, в эфире «Время», в студии Екатерина Андреева. Сегодня в программе. С Владимиром Путиным симпатия всегда была взаимной. Именно Андреевой в нагрузку дали и важные политические задачи. Вместе с Сергеем Брилевым она вела прямые линии с 2001 по 2007 год. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Она комментировала инаугурацию Путина в 2004, 2012 и 2018 годах. Сейчас кортеж Владимира Путина проезжает Ивановскую площадь, знакомая каждому. Звонница Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка. И даже парад на 9 мая. До начала парада остается еще несколько минут. И вот что сейчас происходит на Красной площади. Кажется, что Андреева в телевизоре так давно, что она уже сама превратилась в символ несменяемости путинской власти. Под ее приятный и успокаивающий голос каждый день в 9 вечера страна проходила важные и страшные метаморфозы. Установление цензуры, уничтожение выборов, политические дела и убийства, тотальное расхищение страны коррупционерами, произвол власти. Ну и теперь вот война. Я буду транслировать элемент победы всегда. То есть это очень важно для страны, что у нас все получится, мы совсем справимся. Я думаю, многим интересно, ну как же так? Как это устроено? 3 десятилетия делать одну и ту же работу, 25 лет, несмотря ни на что, поддерживать власть, публично славить Путина, закрывать глаза на то, что он делает, на то, что он уничтожил ее же профессию. Вот интересно, а верит ли сама Андреева в то, что она говорит? Кто она? Механическая кукла, Которая зачитывает любой написанный до нее текст. или же она осознанно занимается пропагандой как своим призванием и делом всей жизни? В интернете несложно найти достаточно большое количество ее личных интервью. Правда, посвящены они в основном не новостям и телевидению, а сверхъестественным способностям самой Екатерины. Я могу спать час в сутки. Я хорошо играю в шахматы. У меня 9 тренировок в неделю. Я стреляю всех видов оружия. Я занимаюсь глубоко восточными практиками. Я стою в черном списке в нескольких казино. Главный интерес Андреевой – это, безусловно, эзотерика и все мистическое. Четко в моей натальной карте стоит Меркурий в доме работы. Но пару мыслей о работе там все же можно выцепить. Я не журналист. Я юрист и историк. Первое. Мы точно можем быть уверены, что Андреева не просто говорящая голова и диктор. Она верит, она предана своему делу. Она сама лично пишет все подводки к новостям. То есть весь текст, который она произносит, он из ее головы. Те подводки я и пишу. У меня есть редакторы, которые мне помогают. Но если, например, вдруг по какой-то причине я окажусь одна, то я всю программу напишу сама. Ее ничего не заставляют говорить. Все, что вы слышите из ее уст в вечерних новостях, это именно то, что она действительно думает. Это та политика и те взгляды, которые она искренне разделяет. Нет, а меня так никогда не заставляли говорить такое, что прям противоречит моим убеждениям. Если мы работаем на государственном телевидении, мы поддерживаем государственную политику, это априори. Андреева полностью в курсе того, что Первый канал регулярно ловят на бессовестном вранье, но не видит в этом никаких проблем. Все факты она проверяет и гарантирует вам их правдивость.
Бывает такое, что какие-то люди обвиняют нас в том, что мы что-то сказали не так. Это неправда. Вероятной целью украинской ракеты, попавшей в малазийский Боинг, мог быть самолет президента России. Потому что мы все факты проверяем. При этом тут отдельный интересный момент есть, который подтверждает, что она все прекрасно понимает и осознает. Андреева сама не смотрит новости. Она вообще не смотрит телевизор. Не смотрю телевизор. Вы не смотрите Первый канал? Никакие каналы. Не свои, а вообще Нет, телевизор? Да. А уходя с работы, она просто забывает о том, что она только что рассказывала. Ну, чтобы не подвергать себя стрессу. Вот я вышла из эфира, я забыла. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, он опасен для здоровья. Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать свои нейронные связи в мозге тем, кто агрессивничает с экрана. Ну и последний вопрос, который тоже очень интересен. Понятно, что на работе она непрерывно облизывает Путина и рассказывает о том, какой он великий. Это ее работа. За это ей платят огромные деньги – по 13 миллионов рублей в год или в среднем 75 тысяч рублей за один выпуск. Но поддерживает ли она Путина вне работы? Огромное количество хейта было связано с тем, что ты поддержал пенсионную реформу. Да, и я сейчас это поддержу. Конечно, да. Безусловно, поддерживает. Называет его «наш президент» и радуется 5-му по счету переизбранию и даже видит в нем нечто сверхъестественное – печать избранного. У него есть на руке символ власти. Плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнольфини Ванейка, которая написана там в 1400 каком-то году, да, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. И он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали. Что... То есть, Владимир Владимирович знает. Да. В общем, взгляды у Андреевой достаточно цельные. Что на работе, что вне работы, она не просто поддерживает Путина, но и верит в его богоизбранность. Его задача, которую он сам себе поставил, она правильная. Сохранить. Да, и приумножить, вернуть. Верит в его миссию собирателя земель и очень рада, что такой человек правит Россией. О чем говорит, в общем-то, громко и публично. И когда у нас такой патриотический набор собирается, мы точно знаем, что делать дальше. Искать, где такая патриотка на самом деле живет, какие у нее есть гражданства, где живут ее дети и чем занимается ее семья. Начнем с первого. Вот как я могу. Фокус-покус, перепокус. Знаете, есть такой формат работы, как вахтовый. Это когда работник уезжает на определенный срок на вахту, куда-то очень далеко, куда сложно добраться, трудится там, зарабатывает деньги, живет несколько недель или несколько месяцев. А после окончания вахты он возвращается домой и отдыхает. Нефтяники так часто работают, строители, те, кто трудится в шахтах и рудниках, ну или те, кто ездит в арктические экспедиции. Вот у Екатерины Андреевой что-то похожее. Она убегает из России, то есть с вахты, как только у нее заканчивается смена на работе. Это несложно доказать. Мы взяли все эфиры Екатерины Андреевой за последние 5 лет. Это примерно 1000 выпусков. Нанесли их на календарик и выяснили ее примерный график. Чаще всего Андреева ведет эфиры неделя через неделю и иногда уходит в отпуск. Затем мы взяли все данные о ее перелетах и совместили с графиком работы. Результат говорит сам за себя. Как только ее смена заканчивается, Андреева сразу же уезжает из России и подальше от Путина, при котором в России вроде как не жизнь, а благодать. Если это их выбор, посмотрим. Давайте на конкретных примерах возьмем что-нибудь свежее. Например, 6 месяцев 2023 года. Стоп. Это мое пространство. Ближе не подходи. Первую неделю марта Андреева работает. 5 марта у нее последний выпуск, а утром 6 она улетает в Стамбул. Возвращается она через неделю, 13 марта, и в тот же день проводит эфир. После окончания следующей рабочей недели она летит на неделю в Дубай и возвращается утром перед работой. В апреле она 2 недели между сменами проводит снова в Дубае, возвращаясь каждый раз к эфиру. Все бы жили как я, если бы они были как я. И делали бы то, что делаю я. В мае время между эфирами она проводит в Узбекистане и в Турции. В начале июня она все еще в Турции, а потом едет в Сербию. 6 июля 2023 года едет в длинную поездку по Европе. Заезжает через Норвегию, а возвращается из Финляндии. А в конце месяца успевает недельку провести еще и в Турции.
Ну а в августе она снова едет в Финляндию и в Стамбул. Я специально выбрал полгода именно военного времени. 2023 год. Одна из главных российских пропагандисток просто берет и, как ни в чем не бывало, выезжает по наземной границе из России в Норвегию и в Финляндию. К этому моменту Норвегия уже год как не выдавала россиянам туристические визы, а Финляндия уже год как по туристическим визам россиян к себе не пускала. Ведь все они виноваты в войне гораздо больше, чем пропагандистка Екатерина Андреева. В чем секрет успешного пересечения Андреевой европейских границ, я расскажу чуть позже. Мой секрет, это, я тебе же сказала, это сила мысли, мысли формы. Сама Андреева, похоже, не видит никаких проблем и противоречий в том, чтобы кататься в страны, о невыносимости жизни в которых она рассказывает каждый день. 6 августа 2022 года Андреева говорит про русофобию в Европе. Почему русофобия – это теперь норма? Почему угрозы в адрес русских – это теперь для европейцев тоже норма? А изображение свастики, наоборот, не осуждается в обществе, которое себя называет цивилизованным? И, видимо, как настоящая журналистка, желая своими глазами посмотреть русофобию свастики, через день она уезжает на неделю в Финляндию. Вернувшись из Европы, 20 августа она докладывает. Европейский кризис, вызванный антироссийскими санкциями, набирает обороты. А на следующий день, 21 августа, она снова уезжает в Финляндию страдать от европейского кризиса. За день до другого своего выезда в Финляндию, 7 августа 2023 года, она клеймит коллективный Запад. Вот они, последствия войны до последнего украинца, который киевский режим подталкивает коллективный Запад. Страны НАТО, кажется, сделали все, чтобы помочь украинским боевикам. Поставили оружие, обучили солдат, но все время что-то идет не так. Ну, то есть Андреева как будто героиня новомодного сериала «Разделение», в котором у персонажей есть две разные личности, между которыми они переключаются. Когда они на работе, то они ничего не знают о своей жизни вне ее. И, уходя из офиса, они ничего не помнят про свою работу. И вот у Андреевой также. В выпуске новостей она расскажет вам, что НАТО — это главная угроза и представительство дьявола на земле. А когда выпуск закончится, она, как там было, чтобы не стрессовать от агрессии, кажется, она возьмет и уедет домой, в страну НАТО. Не люблю я снег ни зимой, ни уж тем более весной. И поэтому сейчас будет прыжок из облачного тумана прямо в розовый закат. Чтобы понять, где Екатерина Андреева проводит значительную часть времени, достаточно просто внимательно полистать ее Инстаграм. Много лет подряд она выкладывает живописные виды одной европейской страны – Черногории. И все фотографии она делает в одном и том же месте – курортном городке Свете Стефан на берегу Адриатического моря. Андреева там чувствует себя прямо как дома. Она хозяйничает на кухне, рисует картины, отдыхает у бассейна. В эту страну НАТО война тоже не помешала Андреевой ездить. Она записывала оттуда видео совсем недавно, в 2024 году. Пляж сегодня просто драматично красив. Какая красота. Обожаю это время. Поэтичным словом «кругляш», если вы не поняли, Андреева называет «солнце». Солнце – лучший фотохудожник. Какие дает отблески и свет. Какая прекрасная опция пить чай с солнцем и запускать в свой чай лучики солнца, лучики кругляша. Конкретное расположение Черногорского дома, в котором все это происходит, тоже найти достаточно несложно. Смотрим на эту фотографию и открываем спутниковую карту нужной нам части Черногории. Ищем бассейн с каким-то ухом Микки Мауса на углу. А вот и он. Нашли, молодцы. Красиво, конечно, но все-таки хочется посмотреть на такую красоту поближе. Не со спутника, а, так сказать, на бреющем полете. Погода сегодня вмешалась в ход парада, но авиационная часть все равно состоится, даже если это кадры с генеральной репетиции, и наши асы пойдут на бреющем. Виды из Черногорского дома Екатерины Андреевой действительно впечатляют. Вилла стоит на склоне горы так, что из нее прекрасно видно лазурные воды Адриатического моря, видно их до самого горизонта. А еще видно небольшие острова и соседние деревни. Бросается в глаза и то, что за территорией явно ухаживают. Газон, все растения и деревья подстрижены и выглядят очень аккуратно. Сам дом большой и состоит из соединенных между собой отдельных строений, общая площадь которых 2500 квадратных метров. На одной из стен дома видим спутниковые тарелки. Это чтобы оставаться начеку и быть в курсе того, что там замышляет НАТО и другие наши враги.
На первом этаже дома виднеется гараж с припаркованным раритетным Volkswagen Жуком. А перед ним стоит гидроцикл, ведь море совсем рядом. С этого угла видно собственный небольшой каскадный водопад. Он сейчас временно не работает. Зато отлично работает тот самый бассейн, рядом с которым так любит фотографироваться Екатерина Андреева. Общая площадь участка тут больше гектара. Все это было куплено мужем Екатерины Андреевой, гражданином Сербии и Черногории Душко Перовичем в 2015 году и стоит сейчас в районе 10 миллионов евро. Почему одни становятся успешными и знаменитыми, а вторые никогда не добиваются успеха? Подбираемся к главному вопросу. А как это вообще возможно, что Андрееву, главное лицо российской пропаганды, преспокойно пускают в Европу даже в разгар войны? Там нет дыхания смерти. Как такое может быть, что обычному россиянину-туристу запрещено въезжать в Финляндию, Латвию, Чехию, Польшу, а любимой ведущей Путина въезжать можно? Меня вот как будто, знаешь, Бог хранил. Ответ на этот вопрос очень простой и, конечно же, тоже связан с Черногорией. В 2011 году, об этом писал Алексей Навальный, Андреева стала гражданкой Черногории. Нет, не по мужу, как можно было бы предположить, а вполне себе самостоятельно. Как говорят в силовых ведомствах, срок давности прошел. По сообщениям местных СМИ, Екатерине Андреевой выдали почетное гражданство Черногории. Такое дают людям, чья профессия и статус имеют особое значение для государства и способствуют реализации научных, экономических, культурных, спортивных и иных интересов. Я стреляю всех видов оружия. У меня 9 тренировок в неделю. Это одновременно боевая гимнастика. Я умею слышать пространство. Это редкий и исключительный случай. Именно вот таким образом власти Черногории и отметили Екатерину Андрееву. Ну и обеспечили ей безвизовый въезд на территорию 130 стран, включая страны Европейского Союза. Я часть этого большого, огромного, очень мудрого народа. Ну да ладно, давайте не будем спешить обвинять пропагандистку Екатерину Андрееву в наличии двойного гражданства, потому что оно у нее минимум тройное. Тут история такая, что нарочно не придумаешь. Скажите, что вы знаете о таком государстве, как Гондурас? Знаете ли вы, например, что выражение «банановая республика» было придумано именно для описания Гондураса из-за огромного количества экспортируемых бананов и общей нестабильности? Или что в 1969 году между Гондурасом и соседем Сальвадором, с которым у них были напряженные отношения, была шестидневная футбольная война? Поводом послужил проигрыш Гондураса в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу. В этой войне погибли на минуточку 2000 человек. Но вообще в Гондурасе очень красиво. Половина страны покрыта девственными лесами, где периодически открывают даже затерянные города. А еще страна находится на побережье Карибского моря, и рядом можно найти второй по величине коралловый риф в мире. Гражданство именно этой страны мы нашли у ведущей Первого канала Екатерины Андреевой. У нас есть доверенность, которую она выписала местному адвокату для представления своих интересов. Из доверенности мы видим, что паспорт Гондураса ей был выдан почти 20 лет назад, 27 ноября 2005 года. Там даже номер документа имеется. Он дал мне такой глоток. Я вздохнула вот так полной грудью и поняла: жизнь, ты прекрасна. На этот раз гражданство Андреевой образовалось не за заслуги перед Гондурасом. Она получила его благодаря супругу Душко Перовичу. О наличии у него гражданства именно этой страны писали еще в 2004 году. Зачем Андреевой понадобилось гражданство Гондураса, навсегда останется для нас загадкой. Для чего уже им это было нужно, мы сейчас не будем обсуждать. Но этот факт, безусловно, добавляет красок к портрету путинской лицемерной пропаганды. Ну просто представьте, вот идет прямая линия с президентом, на ней задают острые вопросы, а спрашивают Путина гражданин Великобритании Брилев и гражданка Черногории, а также Гондураса Екатерина Андреева. Или вот торжественная инаугурация Путина. А в студии комментируют наши любимые ведущие – англичанин и гондураска. Трансляцию провели Сергей Брилев. И Екатерина Андреева. До свидания. До свидания. Простите, пожалуйста, я не смог найти сюжетов, где бы Екатерина Андреева клеймила последними словами Гондурас, чтобы показать степень ее лицемерия. Возможно, в Гондурасе просто все в порядке с русофобией. Возможно, я невнимательно смотрел. Но у меня есть для вас история получше. Если верить Екатерине Андреевой, знаете, какую страну она считает просто эпицентром всего антироссийского? Страной, которая, не побоюсь этого слова, реабилитировала нацизм.
Активисты молодой гвардии «Единой России» пришли сегодня к посольству Латвии выразить протест против решения о сносе памятника освободителям Риги. Правду и память не отменить, напомнили митингующие тем, кто пытается реабилитировать нацизм. В Латвии все настолько плохо, что там даже запретили петь песню «Катюша». В приступе русофобии латвийские власти запретили исполнять легендарную «Катюшу», которую любят несколько поколений в нашей стране и за рубежом. Ужас, но бывает же. Я жутко сочувствую Екатерине Андреевой. Для нее это, видимо, очень болезненная тема. Не потому, что она хочет спеть про яблони и груши, а потому, что ее родная дочь и 6-летний внук живут именно там, в Латвии. На сайте Юрмальского городского самоуправления мы обнаружили упоминание зятя Екатерины Андреевой. Он не заплатил налог на имущество, которое у него есть в Юрмале. Судя по тематическим группам в Телеграме, они там живут постоянно и вообще не особо шифруются. Вот дочь Андреевой, Наталья, ищет логопеда и преподавателя по английскому языку для ребенка в Юрмале. А вот ее муж, уже в другой группе, пишет, что они давно не были в России. Страдают бедные, но держатся. Катюшу, наверное, дома в полголоса исполняют. Ну а теперь настало время познакомиться чуть ближе и с супругом Екатерины Андреевой и поговорить немного о деньгах. Кто же просто так отдаст 3 миллиона? Но у меня в студии есть помощник, мой муж. Мужа зовут Душан или Душка Перович. Он сербский бизнесмен и, как и его супруга, совсем не чужой для Путина человек. Вот они, в апреле этого года на одной фотографии. Вот Путин, вот Перович. На снимке встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. А вот, кстати, и сам президент. А муж Андреевой на этой фотографии присутствует потому, что он с 2010 года возглавляет представительство Республики Сербской в России. Республика Сербская, пожалуйста, не путайте ее с Сербией, это автономный регион в составе Боснии и Герцеговины. Население там немногим более 1 миллиона человек. Там живут преимущественно сербы, которые уже несколько десятилетий стремятся к расширению своей автономности вплоть до отделения. Муж Екатерины Андреевой, будучи чем-то типа посла, занимается привлечением российских туристов и бизнеса в эту непризнанную страну. И он же является связующим звеном между властями Республики Сербской и Владимиром Путиным. Если вам кажется это какой-то несущественной символической мелочью, то с вами не согласится правительство США, которое в 2023 году ввело против Душка Перовича санкции. В пресс-релизе было сказано, что муж Екатерины Андреевой лоббировал интересы президента Республики Сербской Милорада Додика, который тоже, кстати, под санкциями, и организовывал его встречи с Владимиром Путиным. Также Перовича обвиняют в коррупции. Он выступал посредником в сделке между правительством Республики Сербской и неким влиятельным российским миллиардером. Он одновременно, будучи де-факто чиновником, работал в 2 компаниях, принадлежащих этому миллиардеру, и владел акциями в одном из его офшоров. В американских санкциях этого не уточнено, но, скорее всего, речь идет о российском олигархе Рашиде Сардарове. Когда местные СМИ начали писать о подозрительных и очень невыгодных условиях инвестиций Сардарова в Республику Сербскую, муж Екатерины Андреевой лично звонил в редакции и угрожал журналистам. Если они еще хоть раз упомянут это, то у них будут, цитирую, серьезные проблемы в жизни. Слободно поручите вашим том властям, кажете, Душко Перович ви поручio из Москвы. Možda napiše li, bit će problema. Ja vam kažem, spomenete li još jedan puta Комсар, bit će problema, verujte mi. Он обещал найти владельца издания и объяснить ему, что если он еще хоть раз упомянет это дело, то пусть лучше сразу переселяется на Марс. Bude li spomenuo još jedan puta Комсар, bolje nek se seli na Mars. Ja vam to poručujem. Može slobodno napišite da Duško Perović preti. Jeste. Слободно напишите. Представительством Республики Сербской в России Перович вообще пользуется как своей личной собственностью. Мы обнаружили, что среди тех, кому платит это представительство, числится живущая в Латвии дочь Екатерины Андреевой Наталья. Она там непонятно за что получила почти 1 миллион рублей в 2022 году. И какую-то совсем топорную и бессовестную схему Перович проворачивает с арендой автомобиля. Вот посмотрите на эту машину. Это BMW 7 серии 2008 года выпуска, то есть 17-летняя машина.
Сейчас такую можно легко купить за 1 миллион 400 тысяч рублей. Но конкретно этот автомобиль представительство Республики Сербской арендует за 550 тысяч рублей в месяц. То есть они безумно переплачивают. Они платят треть стоимости всей машины за 1 месяц аренды. В год выходит почти 7 миллионов рублей. На самом деле это не просто случайный автомобиль BMW. В 2009 году эту машину купила себе дочь Екатерины Андреевой. Поездила на ней 12 лет и продала некой Екатерине Антроповой, которая, вот так сюрприз, является сотрудницей организационно-производственного отдела Первого канала. И почему-то она получает по 6 тысяч евро в месяц от Республики Сербской за автомобиль дочери Андреевой. Более свежий и похожий автомобиль с сайта объявлений даже при аренде посуточно вышел бы в 3 раза дешевле. В доверенность, кстати, вписана помимо сотрудников представительства Республики Сербской и сама Екатерина Андреева, которая, естественно, никак официально с республикой не связана. Но, видимо, просто очень не хотелось автомобиль из семьи отпускать. Вот и продолжает кататься. Я понимаю, что эти суммы могут показаться мелочью на фоне того, о чем мы обычно рассказываем. Но у меня правда не укладывается в голове. Екатерина Андреева, она ведь очень обеспеченная женщина. У нее зарплата больше 1 миллиона рублей в месяц. Это не деньги, это умение правильно инкорпорироваться в линию жизни. У нее муж ведет какие-то дела с олигархами. Она увешана с ног до головы сумками по паре миллионов рублей. Ее роликсы стоят 5 миллионов рублей. Ну зачем, подворовывать в посольстве Республики Сербской? Вундуш Капирович жалуется в СМИ, что в представительстве не хватает денег на офис, дорого для них. И цены еще растут. И одновременно с этим почти 20% их бюджета тратится на аренду автомобиля дочери Андреевой и какие-то еще выплаты для нее же. Мелочно это, но зато очень показательно. Это показ моей жизни. 25 лет мы живем с вами в стране, власть в которой является одним большим обманом. Чиновники врут о том, как любят Россию, а сами грабят ее и покупают себе виллы, яхты и паспорта. По телевизору рассказывают о наших успехах, об исторических рывках, о том, как все у нас хорошо. А там за бугром все плохо. Вот прям так. Но при этом, кого ни ковырни, иностранный гражданин с вывезенными за границу детьми, которые по-русски уже вряд ли разговаривают. Вам говорят, нам санкции нипочем. Экономика прет в гору. Только забывают упомянуть, что минимальная зарплата в России 240 евро, а в загнивающей Польше в 4,5 раза больше, 1000 с лишним евро. И кому, главное, они это рассказывают? Это самая отвратительная часть этой истории. Они лгут самым уязвимым, самым незащищенным. Я напомню статистику. 85% людей старше 55 лет смотрят эти новости и передачи взахлеб. Они Володю Соловьева и Катеньку Андрееву видят чаще, чем родных детей. И эти лицемеры, эти продажные путинские хлуи заверяют каждый вечер: вы не беспокойтесь, что у вас пенсия 20 тысяч рублей, а счета за коммуналку 10 тысяч. Зато укрофашистов почти победили. Вы не обращайте внимания на санкции, они нам нипочем. Что? Нет больше лекарств от онкологии? Да вы потерпите. Вы видели зато, какой в Америке госдолг. И если есть какая-то самая главная мысль, которую эти платные проходимцы 25 лет вбивают в голову россиян, то это то, что никого лучше Путина нет, что альтернативы не существует, что нам крупно повезло с президентом, с его партией, зачем вообще что-то менять? Наоборот, вокруг них надо сплотиться. А альтернатива была. Она была в любой момент, когда из телевизора вам доказывали противоположное. Она была на улицах, она была на выборах, она была на страницах уже уничтоженных независимых СМИ. Просто про это вам Екатерина Андреева не рассказывала. И сейчас, каким бы безнадежным вам ни казалось наше время, она тоже есть. Сейчас кажется, что Путин и Андреева — это навсегда, но так просто не бывает. В России обязательно наступит день, когда словосочетание «федеральный телеканал» перестанет быть синонимом тотального вранья. Когда с экранов телевизоров мы услышим то, что сегодня невозможно даже представить. Когда в бюллетенях появятся имена тех, кто действительно этого заслуживает. День, когда закончится война, а Россия вырвется из лап тех, кто ее пытается уничтожить. Но как скоро наступит этот день, застанем ли его мы с вами, зависит только от нас самих. Никогда не сдавайтесь.
Не откладывайте на другой день что-то, что вы можете сделать против Путина сегодня. Боритесь с пропагандой. Рассказывайте правду. Мы в Фонде борьбы с коррупцией будем требовать включения пропагандистки Екатерины Андреевой во все санкционные списки. Это ненормально, когда уже 3 с лишним года идет война, а одна из главных лиц военной пропаганды спокойно путешествует по миру и ведет себя как беззаботный тревел-блогер. Мы обратимся к правительству Черногории с просьбой лишить Андрееву ее почетного гражданства. Какие почести! Пусть с Путиным своим сидит, он же ей так нравится. Поддержите нашу работу, помогите распространить это расследование и подписывайтесь обязательно на этот канал. Здесь говорят правду.